Всем привет, дорогие друзья, мои подруги, с вами, как всегда, Алекс, и новые испытания подвалили, а значит, новый видосик тоже подвалил. Но прежде сразу хочу сказать, да, Аркрейдер вчера обновился, вышло обновление вот такое вот форпост, типа спабга, типа Старкова, что-то, я не знаю, шлем. Вот, если ты этот шлем одеваешь, значит, происходит небольшой баг, и у тебя руки и ноги на всю карту, в общем, так же, как и свечение. И ты это не видишь, видят твои тиммейты и видят твои враги. Так что будь уверен, то есть вот этот скин надо использовать без шлема. Ну, это такое, да? И давай сразу же к испытаниям ворвемся. Значит, запертые ворота, минки, как всегда, погребенный город — это что-то новое. Я сейчас расскажу, как это сделать. Можно нанести урон машинам Арк в старом городе. Да, ребята, здесь надо будет понять, что некоторые квесты придется объединить. А именно, вот этот квест — нанести урон осам, нанести урон испепелителем и, конечно же, старый город в погребенном городе. Каким образом ты спросишь их объединить? Я тебе расскажу сейчас. Значит, заходишь вот сюда вот играть и видишь здесь тщательное исследование. Тебе именно сюда, в погребенный город, тщательное исследование. Почему? Потому что здесь X2 у нас. Это первое. А второе, есть рейдерский люк, куда ты можешь уйти, потому что тебе фармить надо только в старом городе, а это Роза Плаза и напротив вот этот вот маленький треугольничек. Только здесь тебе надо фармить роботов, причем всех ходячих, шариков, лежачих, летающих. Поэтому этот квест нужно объединить вот с этим. Здесь ты набил на 31, здесь на 30, и здесь в итоге получил 52. Да, некоторые вылетали со старого города, но самое главное, чтобы ты не выходил с него, а стрелял из старого города. То есть не выходил за границы старого города. Вот, а летающие могут выходить. И тем не менее 52 тысячи, 30 тысяч и 31 тысяча. Все за один рейд, как говорится. А вообще... Все вот эти испытания, естественно, за один стрим, поэтому не пропускай. Стримы проходят на Ютубе и Твиче. Ссылочка, собственно говоря, под этим видео. Также не забывай про телеграмчик. Здесь сейчас мы обратим свое внимание на тайнички. Вот, запертые ворота я тоже выложу еще раз в телеграм. Карту мин, где они есть, как их делать, естественно. А тайнички тебе разделю карту на 3 части. В общем, на 3 части разделю, так будет удобней делать втроем, либо в соло, просто на 3 части тебе будет виднее и лучше, и удобнее посмотреть, где те самые тайнички. Тайнички мы будем делать на поле битвы у дамбы. Естественно, в ураган. Тебе надо будет посмотреть, когда здесь будет ураган на поле битвы у дамбы, и идти только сюда. Не идти в погребенный, в космопорт, на синие ворота. Ребята, там мало тайничков, их чуть-чуть меньше. И, во-первых, на синих воротах они сосредоточены буквально в одном месте. А это значит, что все лобби будет в одном месте. В космопорте они уже сильно разбросаны и тоже в некоторых местах. В погребенном городе они сосредоточены вокруг города, можно так сказать, да, вокруг погребенного города. Но спавнов людей там в соло ты, в трио ты, неважно в какой пати ты играешь, да, в соло, либо в трио, либо в дуо, очень много спаунов людей вокруг погребенного города. И ты здесь достанешь 1 либо 2 тайничка. Во-первых, побежишь, во-вторых, не все заспавнятся, они некоторые перестанут гудеть, потому что, естественно, будут открыты эти. Тебе надо поле битвы у дамбы. И давай начнем, наверное, прямо с этого, да, давай начнем с тайничков, я тебе покажу карту, также ее выложу в телегу, тройную карту, да, на 3 части разделенная плотина будет. В общем, не забывай про телеграм, ссылочка в описании, Twitch, YouTube тоже там же. Приходи, туда же минки выложу. Ну и, конечно, вот это все покажу на видео. Тайники, урон испепелителем, осом и погребенный. Напомню, вот эти вот 3 квеста надо объединить в одно.
Вот это можно так выполнять, это я тоже покажу. Минки показывать я буду только на карте в Телеграме. Вот, делать там нечего, наступил на нее и разминировал. Если не повезло в одном рейде, загрузись во второй, в третий, четвертый, и ты набьешь 16200, где-то примерно вот как мы набили, да? И нам это еще мешали очень сильно, и очень много рейдеров было. В принципе, здесь можно на 30 набить, здесь можно около 100 сделать, если объединить эти квесты. Но я около 100 делать не хочу, потому что мне лень. Здесь можно 102 тысячи сделать, здесь можно 40-50 сделать. Ос меньше стало, но вот в погребенном городе их дофига спавнится, да? Ну и, конечно, стукачей надо взять с собой. Ну и испепелители, они спавнятся, они как ракетчики считаются по очкам, я смотрел, да? По очкам как ракетчики, и оно все идет сюда. То есть, ну, ты идеально делаешь 3 в одном. Вот, как когда-то кофе было 3 в одном, да? Ты сделаешь сейчас 3 в одном, просто испытание. Ну все, красава, не забывай про лайки и давай смотреть, как это делать. Итак, конечно же, тайнички, ребята, тайник рейдера. Карту я, напоминаю, скину в Телеграм, плотины, да, потому что на поле битвы у дамбы, плотина, зови как хочешь. Тайников очень много, и самое главное, они раскиданы по карте, то есть не находятся плюс-минус в одном месте, и это большой плюс. Ты успеешь больше залутать, в принципе, могут выпасть чертежи какие-то, но на испытания надо лутать даже открытые тайники, в принципе, те, которые абсолютно открыты у тебя. Вот у меня закрытый попался, да, и попадалось штук 5-6 закрытых у меня, но, к сожалению, там какие-то, честно говоря, там блюпринты были не настолько хороши, как говорится. Это уже на 2 звезды. Загружайтесь втроем, либо вдвоем, ну, либо в соло, да, я в соло здесь сделал когда-то на 42 тысячи тайников, да. То есть, ну, вот прямо мне по очкам нравилось это делать. То есть в соло на 42 ты можешь сделать. Можешь в команде вот так вот, как мы. В принципе, не особо напрягаясь, вы побегали, сделали и будете довольны. Это будет гораздо больше, чем 3 звезды. Гораздо больше, да. Вот это я щит одел здесь. Щитов синих здесь очень-очень много. Но новых чертежей, честно говоря, это как повезет. Тайнички очень важно знать примерное местонахождение, где они. Это очень нужно знать. Поэтому вы можете побегать днем. Если сейчас у вас нет урагана на плотине, вы бегаете днем, открываете карту, я ее скину в телегу, значит, смотрите на нее и пытаетесь найти. Там на карте есть, все спрашивают, там 3-4 тайничка на одном месте. На одном месте, ребята, заспавнится один тайничок. Один тайничок заспавнится на одном месте. 3-4 это возможные места. То есть они не спавнятся четко, вот четко по карте. Они влево-вправо, и какой-то из этих одних возможно заспавнится, а возможно заспавнится 2. Вот здесь уже все открытое, но, как и я говорил, лутай обязательно открытые тайнички, те, которые, в общем, те, которые открыл не ты и не твои тиммейты, да. Если ты открыл или твои тиммейты, оно не засчитается. Но если открыл именно кто-то другой, да, и ты пришел, уже услышал его, да, потому что некоторые ты не можешь услышать, то обязательно лутай его, обязательно лутай, это засчитается, да, если кто-то другой, тут какой-то другой рейдер просто открыл тайник. Обязательно лутай его, даже если он пустой, просто открывай его и все. Даже если он уже потерял звук свой, да, ты его не слышишь, вот как тут я пришел по карте, я абсолютно не слышал этот тайник, допустим, или прошлый тайник, да, я абсолютно его не слышал, но я знаю, где-то он здесь, и вот он. Как говорится, открытый, он может быть полностью залутан, а может что-то быть в нем, неважно, есть звук в нем, нету звука. Ты открыл, ты свои очки получил, вот, и обязательно в ураган берите рейдерский ключ, это позволит вам больше продержаться в рейде, и желательно, чтобы каждый взял по рейдерскому ключу. Вы можете разделиться, вы можете не разделиться, может у вас как-то не совпасть что-то, да, и получается, кто-то не выйдет, кто-то выйдет, берите все, и вот так вот мы сделали, в принципе, почти на 29 тысяч вот этих вот тайничков. Кто-то на 3 звезды не может сделать, но я опять-таки повторяюсь, в Телеграм-канале я выложу карту, она тебе поможет, просто загрузись 3-4 раза днем, побегай, и это будет тебе огромный плюс.
Конечно, ребята, испытания 3 в одном, я их так назову, да, здесь у нас все. Тебе надо в тщательное исследование, как ты видишь, и залезть вот сюда, вот на Розу Плаза. Ну, если не на Роза Плаза, то напротив дом есть, где столовая. Вот это вот этот пятачок, маленький пятачок, причем за этим домом уже не считается старый город. Тебе надо именно старый город. Ты здесь сделаешь первое ос. Они идут тоже в старый город и в машины Арк идут. Это очень важно. То есть тут 3 квеста, 3 испытания, а одно другое дополняет. В этом, кстати, вся фишка, ребята. Здесь есть и наземные, да, в качестве шариков. Их очень-очень много, да. Здесь нету бастиона, бомбардира, но, тем не менее, ну, загрузишься ты ночью, я так подумал. Сколько бастионов будет там, да, и сколько бомбардиров будет. Ну, очень мало, очевидно, да, и тем более рейдеров будет много. Здесь рейдеров много, но, тем не менее, друг другу мы не сильно мешаем. И возьми с собой обязательно драйверы стукачей. Драйверы стукачей можно в конце покидать. Возьмите по 12, по 15 штук, это осы. И опять-таки, эти осы, они считаются как испытания на осы. И также в старый город считаются, потому что кидаешь ты их вот здесь, вот, видите? Вот, тиммейт кидает просто здесь их, Паша кидает там, Виталя кидает здесь, и осы эти идут, они в двойной получается, да, у тебя здесь получается тройная выгода, как говорится. Вот, здесь можно набить, в старом городе я посчитал, да, потому что я уже, ну, много играю, я чувствую примерно сколько можно набить, не знаю, буду я переделывать или не буду переделывать. Буду в соло, либо с командой буду, абсолютно не знаю, но здесь можно сделать много-много-много больше, если очень сильно подготовиться. Но, честно говоря, мне там, мы за рейд сделали, получается, почти 100 тысяч. 100 тысяч на 3 испытаниях, то есть 52 у нас древний город получился, потому что, как я говорил, оно все плюсуется сюда, да, осы что-то там на 30 тысяч. И другое, вот это вот этим машинам на 32 тысячи летающим, да, вот этим большим, я скажу так, это сестра ракетчика, да, сестра ракетчика, короче, сестра ракетира, да, испепелитель наш. В общем, вот по 30-очке получилось, плюс на городе 52. 3 испытания, их обязательно надо делать вместе. Вот как ни крути, каждое испытание, они чем-то отличаются друг от друга. Например, местом отличаются, да, то есть в одном испытании ты на одной неделе в одном месте, в другом на другой. Вот, это только начало у нас, как ты видишь, вполне начало, 21 минута, вот за 9 минут мы тут по 17, по 12, по 14 тысяч сделали, и в конце рейда это выльется, конечно, очень-очень круто, потому что спавнятся здесь они как бешеные, ребята. Если вам на 3 звезды ос надо или испепелителей, или в древнем городе, вы можете прийти без стукачей, без ничего, с одной наковальней вы сделаете все на 3 звезды, даже больше. Если возьмете взломщик, берите много-много патронов. Ребята, много-много патронов, 2 щита, и не жлобитесь на волчьи. Я взял 2 волчьи, кто-то взял по 1 волчьи, в общем, здесь можно по 4 волчьих взять, и тогда будет в 2 раза больше очков. Но, как я и говорил, я что-то ленюсь последнее время, вот, и, возможно, переделывать не буду, а, возможно, и переделаю на стриме, поэтому не забывай про Twitch и YouTube, ссылочки в описании, а также в телеграмчик я выложу некоторые карты, вот, эти карты будут касаться всего. Значит, смотри, просто сделали, да, смотри, 52 тысячи, 30 и 31. Но это нормально, да, или, ну, это нормально, я считаю, это все за один стрим, мало того, это все за один рейд, ребята, 1 рейд, 3 квеста, но, как я и говорил, делай вот так. Значит, смотри, мины, значит, мины у нас, вот она карта. В Телеграм я ее тоже выложу, и, конечно, в Телеграм выложу карту тайничков рейдеров. Ну а с вами был, как всегда, Алекс, пока-пока, до скорого!